Друзья, всем привет! В этом видео я поделюсь с вами информацией. Она будет касаться того, что мужчина украинский, гражданин Украины, мобилизационного возраста, который находится за границей, он по закону имеет, и который, вернее, заказал свой заграничный паспорт в консульстве или в ДП документ до 11 апреля 2024 года, он по закону имеет право, полное право получить свой паспорт в этой организации, в которой он его заказал, да, значит, без установления приложения Резерв Плюс. И ему не надо при этом обновлять военно-учетные данные. И как раз в этом ролике я расскажу, об этой теме и о том, что нужно вам делать в такой ситуации, если вам не выдает уже изготовленный документ или консульство, или ДП документ. Итак, сейчас проблема огромная у мужчин мобилизационного возраста, которые находятся за границей. Мы все прекрасно знаем, что Украина приостановила предоставление консульских услуг этой категории мужчин. И консульства не выдают, и не выдают заграничные филии государственного предприятия документ. Но есть мужчины мобилизационного возраста, граждане Украины, которые заказали свои паспорта еще до 11 апреля, внимание, дату запоминайте, 11 апреля 2024 года. У них паспорта были изготовлены до 11 апреля 2024 года, и они у них уже появились в ДИИ. Да? И они пришли потом уже после этой даты, и им все равно и консульство, и ДП документ не отдают уже паспорта. И они ссылаются на то, что надо или Резерв Плюс устанавливать, или вообще они ссылаются на то, что технический сбой, и они не могут их выдать. Мы все знаем, что 10 дней назад Верещук, чиновник офиса президента, она публично написала в своем телеграм-канале о том, что вопрос, как она написала, с зависшими, да, в кавычках взяла, с зависшими паспортами Зеленский решил, то есть порешал. Теперь все эти паспорта, которые зависли, они будут выданы гражданам Украины, которые находятся за границей. Только она не объяснила, что она имеет в виду под термином зависли. Она никогда этого в жизни публично не расскажет вам, друзья. И вот прошло уже 10 дней после того, когда она сказала, что президент Владимир Зеленский порешал этот вопрос, да, я вам скажу точно, что абсолютно ничего не изменилось. Потому что мне каждый день звонили и звонят и продолжают звонить мужчины, украинцы, которые заказали паспорта до 11 апреля, и им все равно должностные лица государственного предприятия документ говорят: технический сбой, ничего никто не порешал, технический сбой, мы вам паспорт выдать не можем. Они говорят: да подождите, у меня уже паспорт появился в ДИИ, мне уже звонили даже с ДП документ, придите, заберите, даже и такие случаи есть. И они все равно приходят, и им все равно говорят: технический сбой. Перед ними женщина получает, то технического сбоя нет. Перед ними женщина приходит с ребенком, оформляет ребенку заграничный паспорт, они у нее принимают все. Мужчина приходит, говорит: технический сбой. Вы поняли, как работают? Ну да. Вот такая ситуация. Дальше я расскажу в этом видео, почему мужчина, который заказал паспорт до 11 апреля, он имеет полное право, законное право, согласно законодательству Украины, получить свой паспорт, не устанавливая Резерв Плюс и не обновляя свои военно-учетные данные. Дело в том, что закон, которым были ограничены права мужчин в получении консульских услуг, в ДП документе и в консульствах украинских за границей, в том числе и в оформлении и получении заграничных паспортов для выезда за границу украинских, да, этот закон был принят Верховной Радой Украины 11 апреля 2024 года. То есть только его депутаты проголосовали 11 апреля. Вот как он точно называется. Он называется «Закон Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения воинской службы, мобилизации и военного учета». 11 апреля 2024 года. Номер этого закона 3633 римская 9. То есть, когда мужчина заказал паспорт
да, до 11 апреля. И паспорт этот был изготовлен до 11 апреля, то есть закона этого еще, которым его ограничили, да, и обязали устанавливать резерв плюс, этого закона еще в помине не было. После того, когда приняли этот закон, работники ДП Документ и работники Консульств начали требовать у мужчин приложение резерв плюс. И без этого приложения они не отдают паспорта, которые мужчины заказали до 11 апреля, и паспорта эти были изготовлены до 11 апреля. То есть это является грубым нарушением законодательства со стороны работников консульства и со стороны работников ДП Документ. Потому что на мужчин, еще раз повторюсь, которые заказали свои паспорта заграничные до 11 апреля, и эти паспорта были изготовлены до 11 апреля, положение этого закона, о котором я вам рассказал, оно не распространяется на них. Потому что закон обратной силы не имеет. И они не могут у них, и работники ДП Документы Консульства не имеют никакого права законного требовать у них военно-учетные документы и приложение резерв плюс. И это четко указано в Конституции Украины. Это прямая норма. Вот что там указано. Статья 58. Законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратной силы во времени, за исключением случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица. Вот норма прямая. То есть этот закон не распространяется на этих мужчин, которые заказали свои паспорта в консульствах и ДП Документ до 11 апреля 2024 года. То есть идет прямое нарушение Конституции Украины. Таким образом, как я уже сказал, что невыдача под различными предлогами, видите, они говорят технический сбой, мы готовы отдать, но технический сбой. То есть они это все прекрасно понимают, да? То есть это является прямым нарушением прав мужчин. Что нужно делать, друзья? Когда вы приходите в ДП Документ и начинаете просто с ними разговаривать, это ни о чем вообще, потому что это надо все фиксировать. Вы приходите в ДП Документ, что вы должны? Вы должны эти все нарушения своих прав фиксировать. То есть вы пишете на имя директора ДП Документ заявление письменное и в нем указываете, что, к примеру, текст такой: я такой-то, такой-то, такого-то числа, к примеру, 5 февраля 2024 года заказал паспорт, оформил, оплатил. Значит, вот чеки, все прилагаю, делайте ксерокопии к этому заявлению. Все оплатил. Значит, у меня паспорт появился в ДИИ, к примеру, в марте. Да? Закон был принят, я это сделал до 11 апреля. Вы с меня не можете требовать установления этого резерв плюс. Вы с меня не имеете никакого права требовать военно-учетный документ, потому что есть статья 58 Конституции Украины, которая предусматривает то, что этот закон, который был принят 11 апреля, на меня не распространяется, потому что я заказал паспорт, и паспорт был изготовлен до 11 апреля. Пожалуйста, напишите мне письменно, адрес укажите, электронную почту, по какой причине, на каких основаниях вы мне не отдаете мой уже изготовленный паспорт. Вот так вы должны писать. И не просто вы должны ей отдать, потому что она его заберет у вас, порвет или пойдет в туалет с ним, с вашим заявлением. А вы должны требовать, чтобы она вам показала, кто она такая, фамилия, имя. Пусть она напишет, что копию получила, такая-то, такая-то, фамилия, имя, отчество, обязательно ставит дату, пусть время там ставит и подпись. Все, и вы копию берете с ее подписи, с ее данными, что она у вас этот документ получила. И ждите, надо несколько раз прийти. Для чего? Потому что неизвестно, как завтра повернется жизнь, и возможно эти документы будут свидетельствовать о том, что у вас ваши права украинскими консульствами, работниками консульства и работниками ДП Документ нарушаются грубо. Это грубое нарушение прав, паспорт не отдают изготовленный, да? Значит, и возможно вы потом будете это все подавать в миграционным властям уже иностранного государства, или испанского, или немецкого и так далее. И там на это будут, конечно же, обращать внимание, потому что это не Украина, да? В Украине называют цветущее государство, там демократия, правовое государство, везде, как не зайдешь где-то новости посмотреть, везде депутаты говорят, президент говорит, мы там демократия. Какая демократия, если вы нарушаете сами Конституцию?
Поэтому эти нарушения надо фиксировать. Если вы не знаете, не умеете, или как бы, не знаете, не уверены в том, что правильно вы сделаете или нет, я могу это сделать, я могу официальные по вашим делам всем, по этим паспортам понаправлять адвокатские запросы. Но, друзья, я это дело буду делать не бесплатно, конечно же. Я за это буду брать с вас деньги. Поэтому, кому это интересно, хотите профессионально, чтобы я это сделал, занялся вашим делом. Вот моя электронная почта, написали мне, я вам обязательно телефон указывайте, я вам перезвонил и расскажу, как, что нужно будет делать. Вот такая ситуация. Теперь, я, друзья, надеюсь, вы понимаете, почему Верещук, да, она, я уверен на 1000000%, она прекрасно это все знает, все они там прекрасно знают, да, но она никогда в жизни публично не расскажет своему народу, да, по какой причине, значит, как она написала в своем телеграме, паспорта в ДП документ зависли, да, там, вот так она еще в кавычки взяла это слово. Она, конечно, это знает. Никакой технической причины нет. Они зависли, я думаю, что по причине того, что просто пошла команда не отдавать и все. Вот и все. Да вы сами прекрасно это понимаете. Друзья, что думаете вы по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.